Открыть свой бизнес, стартап или начать французскую карьеру высококлассного специалиста, а также внести свой вклад в экономику, культуру и искусство Франции – это все основания для получения ВНЖ по программе «Паспорт таланта». Сегодня поговорим о ней. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, как это работает. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить все самое интересное из сферы миграции. Вторые паспорта и виды на жительство – это не просто документы, это пропуск в мир для вас и вашей семьи. Свобода передвижений, путешествий, привилегии и перспективы, которые можно передать детям и внукам. А сегодня мы расскажем об одной программе миграции в Европу – это «Паспорт таланта Франции». Про ВНЖ визу визитер мы рассказывали вот в этом видео. Итак, «Паспорт таланта» – это специальная государственная программа Франции. Основная цель этого проекта – привлечение в страну узкоспециализированных сотрудников, квалифицированных работников, стартаперов, инвесторов. French Tech Visa позволяет получить ВНЖ сразу на 4 года и подать документы на получение французского гражданства уже через 5 лет постоянного проживания в стране. Кроме того, «Паспорт таланта» позволяет развивать бизнес не только на территории Франции, но и существенно расширить его, выйдя на европейский рынок. Один из бонусов программы – основного заявителя могут сопровождать супруга и дети. Муж и жена имеют право официально трудоустроиться во Франции, а дети посещать школу и получать образование наравне с другими резидентами. French Tech Visa была добавлена в годовую программу French Tech Ticket, которая регламентирует предоставление необходимых условий для продуктивной деятельности – офисы, оборудование, финансирование проектов. Одним словом, все для успешного и процветающего ведения бизнеса на территории Франции. Как получить паспорт таланта? Такой тип ВНЖ можно получить по упрощенной процедуре. Запрос на его получение обычно рассматривается в приоритетном порядке. Вместе с тем к заявителю обычно предъявляется больше требований, чем к соискателям, подающим на ВНЖ по другим программам. Претенденту необходимо показать наличие диплома по выбранной сфере деятельности и определенный уровень дохода. Если это человек искусства, он должен показать получение признания в выбранной сфере деятельности, награды, звания, опубликованные книги, работы и другое. Подробный список документов вы найдете в описании к этому видео. Разрешение «Паспорт таланта» предназначено для 11 категорий заявителей. Инвесторы, учредители компаний, разработчики и основатели инновационных продуктов, представители компаний, основанных во Франции, квалифицированные сотрудники, специалисты инновационных предприятий, внутреннее перемещение сотрудников в рамках одной международной корпорации, научные сотрудники, артисты, художественные деятели или иностранные резиденты с государственными или международными призваниями. Каковы же основные этапы получения паспорта таланта? В процессе получения визы возможны дополнительные этапы или предоставление дополнительных документов. В целом процесс структурирован и в большинстве случаев придерживается четкого алгоритма действий. Сначала консультация с юристами, подача заявки в компетентные органы Франции и получение вызова или приглашения. Здесь после рассмотрения заявки компетентными органами заявитель получает специальное письмо, и этот документ является основанием для оформления French Tech Visa и последующей выдачи ВНЖ по выбранному направлению. Оформление разрешения на въезд. Чтобы въехать на территорию Франции, кандидату необходимо оформить визу категории D. Подать документы на оформление такой визы можно по месту фактического проживания. Подача документов на оформление ВНЖ. Для получения карты по программе «Паспорт таланта» будущему резиденту необходимо навестить префектуру. Желательно делать это в сопровождении квалифицированного юриста. Для подачи документов необходимо заранее записаться на визит. И при посещении в обязательном порядке нужно будет оплатить административный сбор. Затем оформление резидентской карты. После оформления досье кандидата в префектуре соискатель получает временные документы. С ними он может официально жить и работать не только во Франции, но и в других странах ЕС. В течение 60 дней примерно иностранный гражданин получает физическую пластиковую карту «Паспорт таланта».
Кстати, многие задаются вопросом, а какой тип разрешения ВНЖ Франции лучше и практичнее? Все зависит от целей, возможностей и ваших исходных данных, друзья. Нередко клиенты приходят к нам с одной просьбой, но юристы Гарантин предлагают несколько других вариантов на выбор, которые оптимально закроют потребности и дадут больше возможностей в перспективе. Выбор за вами, а задать вопросы вы можете прямо сейчас в комментариях к этому видео. На сегодня это все. Пока-пока!